Третий вариант. Заказчик сейчас выбирает, какое же решение ему закупить. Решение от Cisco Systems современное, оно относительно недорогое, если брать базовый функционал. Но, тем не менее, при покупке этого решения множество заказчиков, это я на своем опыте уже убедился, сталкиваются с тем, что у них купленное это решение лежит на складе. Просто потому, что некому его внедрить. Да, чаще всего должны внедрять партнеры, те, кто продал. Но бывают такие ситуации, когда заказчики закупают без надлежащей инсталляции, и просто нету людей, которые смогли бы развернуть это решение, потому что в нем оно состоит из множества различных компонентов. Такие как для регистрации абонентов необходим колл-менеджер. Для выхода в интернет нужны экспресс-ВИ и экспресс-ВС. Для микширования потоков CMS. Для управления конференциями CMS, CMM, Cisco Meeting Manager. Для того, чтобы запланировать конференцию на CMS, необходим TMS. И все это вместе, оно из разных эпох, из разных направлений, разные компании это все делали. То есть все интерфейсы у этих решений, они отличаются друг от друга. И в связи с этим человеку, который управлял ВКС, допустим, который настраивал Kodian MCU, у него был один интерфейс, понятная достаточно логика работы, никаких проблем. Но сейчас для того, чтобы поддержать вот это решение, ему нужно множество различных инстансов понимать, как работают. Например, для того, чтобы администрировать колл-менеджер, по-хорошему нужно получить CCNP Collaboration. То есть для того, чтобы всю эту инфраструктуру администрировать. Это, по-моему, 4 или 5 курсов по неделе. И после этого нужно сдать 4 или 5 экзаменов. Для того, чтобы стать сертифицированным специалистом. Понятное дело, что во многих компаниях готовы заплатить за обучение, но здесь возникает другая проблема. Это отток кадров. То есть, если раньше они работали на одном окладе, скажем так, то сейчас они уже будут сертифицированными специалистами и будут посматривать в разные стороны. То есть здесь тоже есть некая такая проблемка. В то же время наше решение, оно позволяет упростить задачу внедрения. То есть мы можем заменить весь этот набор виртуальных машин, собственно, одним сервером, который позволит нам сделать ровно то же самое с точки зрения именно организации ВКС. Понятное дело, что я не говорю про то, что телефонную станцию мы можем заменить. Нет. Естественно, мы можем заменить только сегмент ВКС. И в этом сегменте ВКС все достаточно прозрачно. Мы можем подключать внешних абонентов, мы можем подключать WebRTC абонентов, мы можем подключать наших клиентов Intel Desktop и записывать конференции, транслировать их куда-то, создавать расписание, импортировать пользователей из LDAP. То есть все в одной единой системе управления. Что нам это дает? Во-первых, обучение специалистов не занимает много времени. Во-вторых, они уже привыкли к такой логике работы серверов ВКС.
И это позволит нам еще достаточно легко организовать трэблшутинг. То есть единая точка, в которой мы можем посмотреть, ну, вдруг, если кто-то не может подключиться к системе ВКС, то мы можем посмотреть все это из одного интерфейса, на одном сервере, снять TCP-дамп, разобрать его, и, в общем, будет понятно, в чем дело. К чему я это? К тому, что в случае установки большой системы от Cisco у нас появляется куча разных компонентов, которые влияют на прохождение как сигнального, так и RTP трафика. Поэтому, когда мы с CMS из интерфейса вызываем какой-то терминал ВКС, который находится, допустим, в интернете, у нас и он не вызывается просто, ну, ошибка. Что нам в этом случае делать? Нам нужно посмотреть, первое, на Expressway и логи прохождения вызова, снять оттуда дампы какие-то, на Expressway C то же самое сделать, и на CMS. То есть вот где-то в этих трех компонентах появляется проблема. Соответственно, время на исследование проблемы и, самое главное, время на ее решение. То есть, возможно, что терминал на той стороне, допустим, это тот же Танберг, тысячный, например, с прошивкой 4 или 5, да, он просто не заработает на CMS. Ну, не пойдет видео. И что в этом случае делать? Ну, понятное дело, что Cisco скажет вам: идите, товарищи, обновляйте свой Танберг до актуальной версии прошивки. Тогда у вас все заработает. Да, это логично, но чаще всего эти устройства, они находятся в чем-то другом владении. Ну и, естественно, нету сервисных контрактов, потому что их просто не может быть уже по времени. И заказчик сталкивается с проблемой, что же делать в этом случае. Вот мы со своей стороны стараемся, ну, уже у нас достаточно широкая база терминалов и разных вариаций прошивок этих терминалов, которые мы поддерживаем на сервере. Но если такового не нашлось по какой-то причине, мы стараемся силами наших разработчиков внести дополнение в сервер, чтобы мы могли вызывать такие терминалы. Ну, еще как пример. Да, терминал работает, допустим, заявляет о том, что у него есть 264 кодек, но по факту на 264 не идет картинка. А в случае с Cisco мы ничего не можем сделать, потому что, ну, либо это очень сложными путями через call-менеджер, через там какие-то ухищрения подменить протокол видео. Вот. Чаще всего просто, ну, ничего не происходит. Да, не пытаются даже вызвать такие терминалы повторно. Мы же на сервере Intel можем выставить соответствующий набор кодеков для любого из терминалов. У нас есть стандартный набор кодеков и персональный набор кодеков. И, допустим, этот терминал заведется на 263++, что будет достаточно для того, чтобы получить картинку в конференцию и подключить там удаленного абонента. Вот такие вещи нужно просто держать в уме, когда вы выбираете систему ВКС. Спасибо.